я понял, что это очень интересная игрушка, когда мне было лет 8. Когда я увидел у соседа, собственно, даже не ОСП, не промот, а вот именно вот стандартный Q3. Соответственно, живя в Подмосковье, 2000 год, интернета тогда фактически ни у кого не было, поэтому как бы бегали только с ботами, либо некоторые играли по локалке. Меня просто сразу же вот, ну, я не знаю, как это, я влюбился сразу, что ли, в эту игру. Вот, поставил себе на комп, начал играть с ботами, опять же, КТФ, под музон, все. Потом уже появился интернет, да, как бы вот тогда уже потихоньку, наконец-то началось, скажем так, становление онлайн-опыта. Вот, до этого было только все вот с ботами. Но мне это доставляло море фана и удовольствия. Вот, в силу возраста, наверное, и интереса к игре. Вот так вот. Никнейм с Ричардом Никсоном не связан, потому что на тот момент, когда появился этот ник, я не знал о нем. Я даже не помню, как он прицепился ко мне как-то. Где-то несколько раз я так подписался. Но мне было это лет 14, может быть. Как бы я на тот момент там из американских президентов слышал только о Кеннеди, возможно, ну и о самых таких известных. Кстати, как оказалось, это единственный президент США, который был подвергнут импичменту, как я узнал уже, соответственно, позже. Но нет, о нем я не знал. Отношения, соответственно, никнейм к нему не имеет. И Трамп, на самом деле, неоднозначные отношения, местами дураковатый, но мне кажется, он посерьезнее будет, чем предыдущий. Пожестче. Мне трудно судить, я в свое время довольно пытался как-то следить за политикой, да, как бы во всем мире там, но в последнее время что-то охладел к этой теме. В целом, к политике. Ну, для меня лично CTF это на мое субъективное мнение, это самый темплейный мод в Quake. То есть Q3, Q-Live, вот, на мой взгляд, это самый темплей. Конечно, можно с этим спорить, я абсолютно согласен, я не навязываю никому свое мнение, вот. Но, в принципе, очень много людей и очень скилловых со мной в этом вопросе согласны абсолютно. То, что даже ТДМ не такой темплейный и тонкий в этом отношении, как КТФ. А опять же, пришел к этому режиму, я, ну, не знаю, я вот играл с ботами, не бегал за флагами обычно, я просто стоял на базе, вот, всех убивал, кто ко мне приходит, а мои боты приносили флаги ко мне, и это было весело. Потом, когда уже начал понимать, уже, ну, много позже, когда начал смотреть игры онлайн, там, сборных каких-либо, либо с Quake'она, и понимать, что там творится, просто как все действительно очень грамотно, тонко, какие взаимодействия, и вот, ну, тогда я просто убедился во мнении, что действительно вот мой выбор правильно пал на этот режим. Соответственно, потом дошло до того, что в 2013 году я создал команду под названием Blast. Полное название Nuclear Blast, наверное, все-таки был бы. Но Blast, да. И, в принципе, через эту команду прошло много игроков, вот, но хотелось бы выделить все-таки состав, с которым мы выиграли третий дивизион Кланбейза. По-моему, 14-й, что ли, год. Вот, это я, Клаус, который был тогда еще на тот момент Драгонис, соответственно, Инкрис и Морыч. Вот. Помимо этого, в команде поиграли такие ребята очень известные, как Кенни, который 102 сейчас, Мульт, Клуб, вот, Мэтбол, вот, он был у нас какое-то время, несколько игр даже с нами поиграл, вот, но все-таки парень больше дуэлянт, вот, но потом со временем все это заглохло, но было круто. Так уж получилось, что именно вот на том континенте, в Quake, именно в плане тимплейной игры, как бы люди всегда предпочитали играть в КТФ. Если брать Европу, а в частности Восточную и как бы Россию, да, то здесь у нас всегда упор шел на ТДМ. Вот, то есть как бы ТДМ особо в Америке, в Канаде не игрался, но игрался КТФ. Яркий пример тому QuakeCon 2015 года, когда приехала команда, если не ошибаюсь, чилийцев, и они обыграли на Spider Crossing, соответственно, этих ребят, которые раньше назывались, по-моему, Кёльн,
там, где Линкин, Винс, я могу сейчас ошибаться, тогда они назывались, по-моему, Meltdown Bar. Ну, их просто проспонсировал какой-то геймбар, вот, дал им денег на поездку на QuakeCon, соответственно, они как бы подписались, вот, назвали команду в честь вот этого бара. Но имена там были именно такие, то есть Винс, Линкин, и сейчас уже могу дальше ошибаться, по-моему, был еще Герпа, что ли, и Зарингс. Ну, не суть. То есть, как бы там была напряженнейшая катка. Там два из чилийцев наделали, по-моему, в районе 16-17 тысяч дэмэджа на этой карте. Там была просто ураганная игра. Мы сидели у нас дома. Вот, мы тогда снимали двушку с Трузом, это дуэлянт. И как раз приехал Hate Me, Дис, Фопа, Frozen, который... И вот мы вместе сидели, смотрели этот QuakeCon. И это, опять же, показатель того, что вот именно тот континент, вот он именно больше по КТФу, наверное, врывается, потому что как чилийцы тогда их наказали, это была сенсация просто для всех. Вот. Что касается данного момента, ну, в целом, я думаю, все очень печально. Хотя, как посмотреть, то есть я думал, то, что выйдет Quake Champions, да, и народ как-то подзабьет, но, как оказывается, народ продолжает играть в Quake Life и довольно очень активно. Ну, по сравнению даже там вот с прошлым годом, особой разницы на пикапе я не вижу. Я начинал играть КТФ пикап с европейского именно, потому что на России он тогда не игрался вообще, то есть он игрался там 9, 10, может быть, 11 год, потом просто на РУ пикапе играли только ТДМ. Поэтому я пошел изначально играть на европейский, вот, то есть, опять же, со всеми вот этими ребятами, типа там Винза, и там на тот момент очень, ну, 2-3 пикапа одновременно, это нормальная ситуация была. Потом получилось так, то, что я попытался собрать КТФ пикап на России, вот, и была забавная ситуация в том, что в своей команде я был один, только русский, трое было французы, это был Хэтс, Фулгар и Линкин. То есть добавить сюда еще Винза, это будет вот сборная Франции КТФ образца 2012 года, когда, собственно, наша сборная их обыграла в полуфинале, насколько я помню. И с того момента это был, по-моему, 13-й год, вот, и с того момента, когда вот я начал пытаться собирать на России КТФ, я провел не один драфт и не одну лигу по КТФ, и в КТФ-лигах, назывались они Carnage, даже принимали участие зарубежные команды, вот, принимали участие наши команды. Даже в какой-то момент эта лига стала толчком некоторым ребятам собирать КТФ-команды, тренироваться, играть, и 2 лиги я провел, да. Ну и плюс там куча драфтов различных, вот. Соответственно, на данный момент тенденция такова, и это не мое личное мнение, мне об этом говорят люди, с которыми я играю, вот, что стоит мне уйти в инактив, и КТФ на ру-пикапе как-то потухает, фактически не собирается. Вот, сейчас я вроде вернулся, и вот уже несколько дней ребята играют, я так, периодически. За эту недельку только 2 раза поиграл, но, в принципе, играют. Вот, что касается, в принципе, популярности КТФ, ну, в общем и целом, это все-таки больше западная движуха. То есть, как-то вот Европа, Америка всегда врывалась по ней сильнее, чем Россия. У нас все-таки всегда был упор на ТДМ. Вот. Ну, наверное, все будут от этого смеяться, потому что меня вся подкалывают на эту тему, но, наверное, все-таки это мувик Даханга 2010 года, который я увидел, я стал вообще дичайшим фанатом Даханга, и потом я купил себе все девайсы, которые были на тот момент у него. Вот. И последующее с ним знакомство, соответственно. Вот. Я всегда очень любил смотреть его стримы, его демки, как болел всегда за него на квейконах, хотя всегда он финалы проигрывал. Вот. Но, наверное, вот на память сейчас приходит вот именно вот этот мувик. Потому что, когда я увидел, это вот саундтрек, синхронизация с картинкой, очень интересно, там, где очень несколько раз подстраивают выстрелы под биты, которые в треке, это просто вот на тот момент произвело дичайшее впечатление. Вот. Это в первую очередь, что вспоминается. Клавс определенно. Определенно вообще без вопросов, потому что когда парниша начал раздавать на крутом топ-уровне, ну сколько ему было, 16 лет? Что-то типа того. Причем знакомы мы с ним были года с 12-го. Когда он играл на арену, играл неплохо, да, хорошо, но как бы, ну, он не был на таком уровне, как сейчас. И когда человек совершил такой скачок в скилле на твоих глазах, причем человеку столько лет, это тоже очень, очень приятно и приятно шокирует.
У него нержавейка очень жесткий. Вот на финалах он всегда эмоционально сгорал. Можно вспомнить вот этот удар мышкой по столу со всей дури, когда против Рафа игрался финал. Это, по-моему, был тоже то ли 14-й, то ли 15-й. По-моему, 14-й год, да. Хотя нет, в 14-м он играл финал с Сайфером. Когда Сайфер очень поздно вышел на сцену, его все ждали. Значит, это был, наверное, все-таки... Я уже не вспомню, то ли 13-й, 15-й, ну, где-то вот эти года. Очень, ну, скажем так, стабильности в эмоциональном состоянии, мне кажется, ему не хватало. То есть, если отборы, он там вечно попадал вместе с Эвилом, вместе с Сайфером, Рафой, и, допустим, это 13-й год, как он тогда всех обыграл. Там, вообще в сухую, фактически, в своей, как бы, отборочной группе, но в финале, да. В финалах всегда ему не везло. Армия очень сильно повлияла на мою жизнь, на самом деле. Потому что до нее за полгода, как меня призвали... Я вообще бегал от армии 2 года. Вот. Покрывался татуировками, но не за тем, чтобы меня как бы не взяли. Это мне нравится, я этим занимаюсь до сих пор, как бы. То есть, у меня даже вайзер здесь на ноге с флагами набит. Вот. То есть, как бы, это вот мое, скажем так, очень любимое хобби. Останавливаться я на этом не собираюсь. Но меня отчислили, я начал спиваться. Вот, я начал употреблять всякие штуки. Соответственно, я не учился на тот момент, не работал. Вот, у меня был раздолбанный ноутбук, вообще без девайсов, с какой-то мышкой офисной, без коврика, на котором у меня в Quake было 60 FPS на КТФ-картах. И я вот при таких раскладах играл на Европикапе. И очень-очень плохо, потому что, само собой, я тогда только начинал играть, и в таких условиях играть, и с такими как бы пацанами крутыми, это, да, всем горело. В итоге я ушел в армию, и, значит, оказалось то, что в своем батальоне я единственный, кто более-менее шарит в компах. У нас в казарме была такая комнатка, это не штаб. Это просто вот комната такая офисная, офицерская, где там стоят компы, короче, они там печатают какие-то документы туда-сюда. И однажды прекрасным осенним вечером, пока моя рота фигачит на плацу, я сижу за компом, делаю что-то офицеру, какую-то фигню там в компе. А там между компами такие перегородочки стояли, ну, где-то такого размера, вот, и тоненькие. Я сижу, и тут я слышу хитбипы квейковские. Вот просто. У меня замирает просто все тело, замирают руки. Я такой, что? Меня глючит или вообще, что это такое? Я так высовываюсь, смотрю, сидит старшина. Играет в 3-й Quake с ботами, он просто стоит на одном месте. Я вот как сейчас помню, что-то стреляет в бегущих ботов. И я стою просто такой, слышу все эти звуки и просто... Ну и в итоге получилось так, что через какое-то время я подошел к Старлею, которому я тогда все это дело помогал. Вот, он мне дал флешечку с Квейком. Вот. Я ее поставил на свой вот этот рабочий комп. И пока никто не видит, я сидел играл с ботами. Со временем очень многие офицеры привыкли к тому, что я сижу просто играю. Ну, мне позволялось, потому что я им постоянно помогал там документами, не документами, что-то делать в компах. И только 2 офицера не знали об этом. Соответственно, командир батальона, потому что это очень жесткий человек, он прошел и афгано, обе чеченских, и он такого вообще бы не понял. И мой, соответственно, капитан моей роты. Вот. Все остальные офицеры спокойно там заходили, я мог сидеть ночью там, в одних трусах и играть с ботами КТФ просто-напросто. Вот. Так что, да. И в армии меня эта тема тоже не отпустила. Даже когда я лежал в госпитале, мне привозили ноутбук, вот, и я в госпитале играл в промод. Так что, да, ломка была сильная, и поэтому, как бы, даже там я играл. Кстати, именно в армии я переучился с ВСД на ESDF и прыгать на Маус 2. То есть, до этого я прыгал на пробел и в ВСД играл. Именно этому я научился в армии, выучил много карт. Плюс очень была забавная история, что есть такая девушка из Quake, Femme Fatale. Вот, они с Фирзом как раз вот 27 числа поженились. И мы с ней тогда только начинали общаться, и она мне прислала полный пак КТФ-ных карт на телефон. Вот, и я их скачал на телефон, поставил на комп на этот в армии и сидел в армии и учил все эти карты. И еще важный момент. На тот момент, когда я уже пошел в армию, зарплата солдата составляла 2000 рублей в месяц. Карточку, на которую приходили эти деньги, я оставил дома, потому что я служил в Подмосковье. В принципе, мне очень повезло. Я служил в Мытищах. Вот. И по возвращению с армии я первым делом взял эту карточку и на следующий день купил себе, соответственно, монитор 144 Гц, механическую клаву, ну, под Даханга все девайсы.
И мне кореш отдал системник. Старый системник, но как бы Quake Life он тянул вообще легко. И после этого, соответственно, я уже начал серьезно смотреть и пытаться как-то наращивать свой скилл, потому что, ну, разница между тем, на чем я играл до армии, и разница, на чем я начал играть после армии, благодаря армии, то есть там поднял этот бабос, но это круто. Ну и в любом случае мозги все-таки встали на место. Мозги на место стали, потому что, ну, до службы военной я вел довольно такой очень, как бы это сказать, чересчур рок-н-ролльный образ жизни. Вот. А после этого я вернулся, доучился, получил диплом, пошел работать, ну и, в принципе, с тех пор все идет нормально. Тема такая, соответственно, если ты здесь и сейчас приносишь пользу окружающим своим, там, своей семье, ну, банально, то есть ты там либо учишься, там, либо зарабатываешь деньги, то есть, ну, как-то вот ты опора своей семье, своим близким, то в армию идти не надо. Потому что по факту, ну, там, где был я, и вот, ну, у меня тоже очень много друзей, которые служили, и по факту, ну, там действительно нечего делать. Шанс того, что ты попадешь в нормальную часть, где ты реально будешь учиться вот военному делу, там, это крайне мелкий шанс, и по большей части, насколько я понимаю, это все решается по блату. Вот, я за свой год службы держал автомат только 3 раза, я даже с него ни разу не стрелял. Как и, собственно, все в моем полку. Поэтому там, по сути, по большей части делать нечего. Так что если ты полезный своим близким, своей семье, обществу, не знаю, можно как угодно выражаться, тогда не стоит. Если ты распиздяй, то лучше сходить. Вот я был распиздяем, я сходил и как-то стало получше. Поэтому дело здесь даже не в Quake, а вот именно как в человеке. Это мое личное мнение. Ну, в первую очередь Counter-Strike, но не в виде 1.6. Мне не нравилось 1.6. Вот в таком виде, как Global Offensive, да, я бы однозначно играл бы вот в нее, и, в принципе, я и так в нее поигрывал. Но если бы не было бы Quake, я бы очень серьезно бы вот прям вот, скажем так, грубо задрачивал бы в контру. То есть, так как в свое время я задрачивал там Quake, смотрел демки, учился там чему-то, каким-то фишкам. То есть, мне вот нужен экшен. Экшен от первого лица, стрелять, прыгать, бегать, вот такое, да, вот это мое. Конечно, сюда не попадают такие игры, как WoW, Dota, LoL, это не мой жанр абсолютно, мне это не привлекает. Я в них даже ни разу не играл. Может быть, конечно, было бы что-нибудь еще такое, да, там, ну, Герой 3, например, да, который до сих пор, в принципе, я смотрю, люди играют между собой, стримят, и стримы даже смотрят много людей. Ну, да, Контра и Герой 3. Все остальное мимо. Это абсолютный экспромт, импровизация. То же самое, как и было, кстати говоря, с Ice Bucket Challenge, который запустил Hate Me на попойке в Москве, и после которого этот челлендж приняли даже квейкеры зарубежные. То есть там даже на YouTube есть целый плейлист под названием Quake Life Ice Bucket Challenge. Там, по-моему, порядка, если не ошибаюсь, сейчас, может быть, видео 50, может быть, меньше. Я не помню, честно, но затронул это очень многих. Также было и с этими видео. В тот период времени мы очень часто собирались у Дефа на квартире, играли в покер, выпивали, ну, впрочем, как обычно все это и происходит. И... Я в рот раз всех ебал, блядь. Ну, получилось так, то, что я накидался Hate Me. А у Hate Me привычка, если я накиданный, меня снимать всегда. Вот. И он меня начал снимать и просто задавать какие-то вопросы. Ну, типа, что ты вот об этом скажешь там? Я сказал. И вот так вот пошло аж на целых 2 сезона. То есть там было несколько пьянок, по-моему, 2 или 3, в течение которых все это снималось. Само собой, уже под конец пьянок, когда мы уже были очень так под градусом. Вот. Но это экспромт. Вот. И тесно связано вот это с моей, скажем так, не знаю, аурой в Quake такого психованного алкоголика. Но это образ. Контент нужен, он показывает, что люди еще живы, и что, соответственно, комьюнити еще живо. Кстати, пока я был в армии, у меня на телефоне было в районе, по-моему, 120-130 мувиков. По Q3, Q-Live, был даже Q4, поэтому из мувиков я могу назвать довольно приличное количество, вот прям очень-очень любимых. Ну, Дахан, конечно, это топ-1.
Вот, есть замечательные два мувика под названием Still Alive. Там ТДМ, дуэли, КТФ, клан-арена, все это есть, как бы, но это очень круто. Флагоголикс — это вот самый мой любимый именно тимплейный мувик, потому что Флагоголикс, когда я увидел, я просто, ну там вот эти все моменты, флаграны, фраги, еще и музон, просто это взорвало тогда мозг. То есть, ну, мувиков хватает любимых, и их, в принципе, довольно-таки очень много. Вот, что касается наших, скажем так, отечественных, Мувик Нейтрино, конечно, вот этот он у меня тоже был на телефоне, где вот эта сцена а-ля Pulp Fiction в начале в кафешке, это, конечно, тоже было очень круто наблюдать. Я когда первый раз это увидел, думаю, нифига себе, это прям... Это очень круто сделано. Если наша комьюнити будет ограничиваться только тем, что мы будем играть там в Quake на пабликах, на пикапах и смотреть какие-нибудь квейконы, например, ну, это будет скучно. Данмир вообще умничка, я считаю. Вот, потому что то, что вот он делает, насколько, ну, вот у него есть сайт, да, вот очень круто оформленный, с очень хорошим контентом, то есть там все подробно расписано, все очень здорово. Как он помогает поддерживать ланы, то есть, да, он там под лан делает сайт всегда, сетки, все, графические какие-то картинки, даже, по-моему, пару фотожаб со мной было, да, у него, и не одна. Но очень круто, креативно и на такое, ну и причем качественно, то есть на это очень, на это очень приятно смотреть. Бейс, вот те ролики, которые делал он, это, конечно, тоже просто до такого додуматься, это надо было суметь до такого додуматься, потому что, ну, это всегда море позитива, когда смотришь, там, как клаву из холодильника достает, это, ну, это круто, это тоже очень здорово. Так что к такому контенту я отношусь только максимально положительно. Кого нужно знать, чьи видео надо смотреть, да, на кого нужно держать ориентир. Конечно, здесь я в первую очередь назвал бы Кулера. Вот. Для меня это был вообще дикий кумир, просто вот когда я начинал играть, это вот когда еще выходили вот мувики, вот его там 10-го, по-моему, года, 11-го. Это было очень круто. Вот. Сайфер, Кулер, Агент. Агент тоже очень хорош, на самом деле. Вот, у него очень классные стримы, и он очень часто, опять же, объясняет, да, что он делает в данный момент, что нужно делать, где сейчас находится противник. То есть, он показывает, рассказывает, как вот надо играть. При этом играет он довольно хорошо, но я думаю, с этим никто спорить не будет. Зубыч, его вклад, скажем так, в развитие вообще движухи, в целом, Квейка нашего, московского, будем совсем сужаться, ну, переоценить очень сложно. Все-таки человек делал столько ланов, хороших, крутых, вот, и за это огромное спасибо. То есть, вот даже если я сейчас вот оглянусь, да, вот на каких ланах я был только на одном питерском лане, вот в декабре прошлого года, все остальные ланы по Quake, на которых я был, это были все ланы, которые, соответственно, делал Зубыч. То есть, если бы их не было бы, возможно, кто-то бы делал их другой. Я не исключаю такой возможности, может быть, кто-то этим бы занимался, но в любом случае, все-таки вот за это спасибо. Это очень круто. Когда все-таки есть вот повод, события, мероприятия, куда прилетают люди из разных городов, там, Казань, Краснодар, там, неважно, просто чуть ли, ну, не со всей там России, да, можно сказать. И ты с этими людьми уже много лет общаешься, там, в том же TeamSpeak, Дискорде, там, вы с ними играете, и тут вы там встречаетесь, играете вместе, потом тусите, ну, это очень круто, так что вот за ланы эти, это прям огромный респект. Hate me 100%. Это наш такой, скажем так, местный гик, который шарит во всем, к которому обращаются за помощью во всех технических вопросах, что касается там Quake, там железа, системы, настроек стрима, вообще всего-всего-всего. Хомяк в этом плане очень, конечно, круто шарит, и надо отдать ему должное, он всегда всем, в принципе-то, и помогает. Кого бы еще нужно знать, но я считаю, что ФОПа сейчас у нас уже, как, соответственно, засветился в первую очередь как организатор вот питерского лана. То есть я помню его лицо, потому что сколько там, по-моему, два дня шло или 3. Я уже не помню, кстати, сколько дней шло. С 3 по 4. 3-4, да, 2 дня. Он не спал там все эти там просто 2 суток, он там сидел в таком состоянии, потому что было очень много народу, надо было все контролировать туда-сюда, но и несмотря вот на то, что как бы лан он это сделал, все-таки до этого он за сборную России играл, и тоже у Форса на стриме там, если я не ошибаюсь, были такие, скажем так, уроки, как флаги таскать на такой-то карте, то есть это тоже человек, который вложил в комьюнити очень хороший вклад.
Вот. И с которым всегда интересно пообщаться, и который может вообще рассказать и за дикий олдскул, типа Пеле, например, и как бы и с ним всегда есть о чем поговорить. Кого бы я еще назвал? Заседатель в комьюнити. Деза по-любому надо знать всем. Это очень крутой парень, да. Но я думаю, на этом, да, закончим. Почему оно необходимо, я так скажу? Ну, потому что я, конечно, в этот движ ворвался только где-то в начале 2012 года. Вот, соответственно. Но очень много же людей, которые знакомы между собой и в рамках этой движухи еще с начала нулевых, и они до сих пор пересекаются на ланах. И говоря и за них, и за себя, потому что все-таки, ну, вот из Quake комьюнити, по крайней мере, кто очень упорно следит за ним, да, и в нем участвует, как бы все меня прекрасно знают, как бы, и я со всеми уже там, почти со всеми познакомился на тех же ланах. Это, я считаю, необходимо, ну, серьезно, потому что, да, мы сидим там годами в онлайн-общении, а потом бамс, мы встречаемся на лане, мы видим друг друга вживую, мы общаемся друг с другом, это вся приятно, очень круто, потому что вот человек, с которым ты там уже наговорил тонну часов в онлайне, и наконец-то вот вы с ним встретились и общаетесь вживую. Сидите там, пиво выпиваете, ну, грубо говоря, общаетесь уже там не на темы там какие-то там игровые, а вот просто там, ну, банально за жизнь, как это говорится. Я считаю, это очень важно. И я очень рад, что у нас вот в нашей, скажем так, московской движухе вот как-то так сложилось, то, что мы в какой-то момент начали собираться периодически, и в итоге мы вот, как у всех получается, до сих пор и собираемся. Когда ребята приезжают из других городов, там, по каким-то делам в Москву, им негде остаться, да, мы всегда помогаем, там, вписываем парней, там, то есть, это... Дело в том, что наша комьюнити очень-очень маленькая. И сила его все-таки, я считаю, вот в нашей именно сплоченности, в том, что мы где-то пересекаемся по каким-то общим темам, там, да, как лан, например, где-то вот кому-то нужна помощь, там, встретиться просто. Вот я, допустим, ездил по городам с туром в Липецке, например, мы встретились впервые в жизни, наконец-то, с таким тоже очень колоритным персонажем РУ QL комьюнити, как Толстый Тролль, например. Вот, то есть... Важно встречаться, важно, потому что, ну, сколько вот мы лет сидим, да, и общаемся в онлайне, и живые встречи – это все намного лучше. И они приятны всем, на самом деле. Вот всем. Возможно, есть, конечно, там пара ребят, да, которые никогда нигде там не появлялись. Ну, может быть, такие они не особо общительные в реальной жизни. Но вот те люди, которые видятся, собираются в реальности, все получают от этого максимальный кайф. Поэтому я не думаю, что кто-то согласится вот разгребаться вот так вот по дискордам и не вылазить вообще из онлайн. Есть, конечно, терки, да, между кем-то и кем-то, кем-то и кем-то. То есть, как бы это абсолютно нормальная ситуация, да, то есть, как бы, ну, никогда не может так получиться, что все друг с другом прям круто дружат и общаются. Нет. Всегда будет, да, там какие-то конфликтные ситуации. Вот, у меня у самого, как бы, да, тоже такие присутствуют с людьми там, с определенными из Quake Live комьюнити. Вот, но по большей части, вот, когда вот все мы собираемся, да, ну, на какие-то, возможно, конфликты и на подобные вещи, ну, просто забивается болт, это правильно, я так считаю. А по большей части, наверное, все-таки да. Конечно, своеобразная манера общения, которая у нас пошла в Quake Live комьюнити еще года, может быть, с 10-го, да, она как бы остается и никуда не девается. Вот это много мата, возможно, оскорблений каких-то по приколу, но как бы в общем и целом, когда все встречаются в реальности, это все очень круто. И все происходит очень дружно и здорово. Да. Ну, не миф точно, потому что все-таки есть представительницы, да, женского пола, которые довольно скилловые и которые играют на очень хорошем уровне. Вот. На данный момент я могу вспомнить, наверное... Занзан, Каста, я считаю, тоже очень неплохо играет в тот же ТДМ. Вот. Конкретно из наших, ну, могу только Киру выделить с очень трудным ником. Freaky Zangriff. Вот. Она действительно... За короткое время она пришла в движуху где-то году в 13-м, насколько я помню. И довольно за короткое время она начала очень круто как бы стрелять, двигаться, попадать и раздавать в КТФ, в клан-арене очень здорово. Так что нет, не миф. Конечно, просто, ну, все-таки девушек просто, наверное, другие как бы игры заинтересовывают, да, в первую очередь, там, какая-нибудь Дота, возможно. Вот. Не все же хотят там стрелять, бегать, прыгать. Но вот
по некоторым примерам я могу сказать, что есть скилловые девчонки. Это круто. Вот. Так что это не миф. Их мало просто, но... Сейчас снова начал играть в Quake. Да, после своего небольшого инактива. Но хотя, как мне показалось, инактив хоть был и небольшой, но что-то как-то много событий вообще произошло. То есть, да, вот выход Quake Champions, все уже как-то большинство сперва посмотрели в сторону Quake Champions. Кому-то не понравилось, кто-то продолжает играть в Quake Life. В принципе, таких ребят немало. И один из них, в принципе. Помимо Quake, ну, здесь все довольно-таки как бы банально. То есть, это работа в первую очередь. Я работаю в тату-салоне. Вот. И, соответственно, у меня сейчас 4 музыкальных коллектива, в которых я играю на барабанах. Периодически я езжу там в турне. Вот вернулся 1 мая, мы по России ездили. Доехали до Челябинска, самое дальнее, и потом, ну, таким кольцом мы проехались. Ну, вот в сентябре должен ехать в тур. 3 города будет на юге России и, по-моему, 4 города в Крыму. Вот, то есть, все лето я в Москве сейчас, без выездов. Ну, вот в сентябре снова пойду в туры. То есть, это работа, музыка и личные движухи там. Конкретно в моем случае... Если брать просто движуху, тусовку, да, то слово «секс» я бы здесь заменил на алкоголь, наркотики и рок-н-ролл, да. Вот так. То есть, как бы там, в турах, где-то еще, я разгульную жизнь в плане секса не веду. Вот. Поэтому ограничиваюсь другими вещами. Но, в принципе, по другим ребятам, да, скажу, что ну, у меня есть такие знакомые, с которыми я, опять же, ездил в тур. Ну, там все так и есть. Однозначно Q3. Просто. Ну, насколько я помню, в Кулаве же такой же, да, уже идет саундтрек. Я просто без звука там, поэтому как бы, ну, в смысле, без музыки. Но когда, соответственно, я играл с ботами, когда я только-только начинал, будучи еще мелким пацаном, как бы играть в Q3, ну, вот, само собой, я как бы играл с музыкой совсем, и вот я до сих пор, вот в голове сейчас играет даже саундтрек с DM6, я его отлично помню. Ну, вот саундтрек к Quake 3 был просто пушка, я считаю. Sonic Mayhem постарались на славу. Это очень крутой музон, который, кстати говоря, я считаю, вот как нельзя лучше соответствует вот духу игры. Вот он прям очень драйвовый и очень крутой. Значит, первый день закрытого бета-теста я отстоял очередь, отыграл 2 катки, выключил и с тех пор не включал ни разу. Все мое отношение к Quake Champions. Это не Quake. Сделали Overwatch, но типа в стилистике Quake. Мое субъективное мнение. Зачем, когда... Ну, я понимаю, то, что Overwatch весь такой солнечный, такой цветастый, радостный, как бы, но это, по сути, то же самое. Зачем? Это не Quake. Ну, конечно, негативно. Это если мы говорим про Quake, допустим, тот же Live. Да, когда там в одном из обновлений на пабликах стали таймеры появляться над рулезами. Ну, это же просто ужас. Quake все-таки, он, я считаю, умение считать, тайминги, вот все вот это неотъемлемая часть Quake. Если вы хотите что-нибудь такое простенькое, ну, надо играть что-то простенькое. Нужно делать игры изначально, да, какие-то вот простенькие. Не нужно там вот брать вот культовую, крутейшую серию, там, да, либо какую-то игру, например, которая имеет за собой уже огромный, там, просто огромное количество фанатов, преданных, и превращать это в казуальщину. Ну, с учетом того, что у нас уже даже по Матч ТВ, по-моему, показывают какие-то трансляции по доте, если не ошибаюсь. Во-первых, что признали, у нас даже в стране все-таки это официальным видом спорта. Может быть, я как-то неправильно выразился, сформулировал, но типа того, смысл понятен. И глядя на то, как проводят ивенты по той же доте, как организаторы подходят к, скажем так, оформлению, там, всему,
промоушену, и какие призовые разыгрываются, и какие деньги получают вот эти топовые игроки, ну, я считаю, что киберспорт уже вовсю идет. Тем более, последний, наверное, год эта тема актуальна как никогда. Об этом говорят все пытаются во что-то играть, стримить, получать за это бабки, там мечтают набивать себе скилл, там, дабы попасть в какую-нибудь там топовую команду, там, по контре, по доте, неважно, чтобы там вот быть киберспортсменом. Ну, так не бывает на самом деле, потому что надо очень долго во все это играть. Вот. А многие думают, что вот я сейчас поиграю, и будет круто, я буду кучу денег вышибать. Есть некоторые люди, на самом деле, это бред, я понимаю, но есть такие люди. Но потом розовые очки быстро разбиваются через некоторое время, когда как-то уже понимаешь немного реальность. Вот, поэтому я думаю, отчасти, наверное, все-таки будущее это уже киберспортом. Ну как, все-таки киберспорт уже все настал, я думаю, как-то так. Но нам в нем, походу, не место. Ну, я думаю, сейчас уже все намного круче, чем тогда. Но и сейчас ни о чем не жалею. За свои 25 я прожил уже жизнь, на самом деле, которую многие и в 40, и в 50 не видели. Без преувеличения я могу так о себе сказать. Вот, я так действительно считаю. Поэтому я думаю, что все круто там, однозначно. Здоровья побольше. А то что-то уже плохо начинается. Блэкджек. Дамаг. Трабла. Трабла, конечно же, трабла. Определенно тогда крепкий уж будет лучше алкоголь. Кулер.